Сегодня мы оказались на Интол, и у нас день продолжается. Начался с того, что мы в Тайджуне навестили одного коллекционера антикварной японской посуды. Ну, тоже немножко приобщились к этому счастью. Сейчас мы едем за Габой, тоже это в округе Нантоу находится, на один из заводов. Потом, может, даже на еще парочку заедем, посмотрим, как у нас успеется или нет. Довольно много дел на сегодня. Будем пробовать свежие луны. Сейчас посмотрим, как там дела обстоят с Габой. У нас был такой боевой день, что толком не снимал никакого видео. Вот. Зато мы много пропили хорошего чая. Сейчас вот на заводе в Цзэчуне. Сейчас идет активно производство, финальная стадия уже сушка. Самые скоростные работники, по-моему, чем на всех заводах Китая. Этот завод, конечно, образцовый показатель в плане скорости работы и объемов. То есть вот буквально 5-6 человек делают просто тонны чая за сезон, несколько тонн, если не десятков, я же больше сказать. То есть все это вот просто вот бабушки, дедушки, тоже очень много пожилых сотрудников, которые очень такие активные, боевые и работают так, что иногда обалдеваешь того, как такое может быть. Вот мы прибыли в Шаньлинси. Сейчас очень хорошая погода. Повезло с погодой нам, надо сказать, сегодня. Попали на первых сборщиков чая, среди которых затесался случайно тут молодой человек, который делает свои собственные сорта чая, разрабатывает. Сейчас мы у него возьмем интервью, он нам все расскажет про чай. Расскажите, пожалуйста, как ваши дела и как вы дошли до такой жизни, чтобы собирать чай? Ну, пожалуйста. Нас интересует вся информация о чае, о его сборе и о сорте, который вы собираетесь делать. Нам попался очень молчаливый сборщик. Ну, в принципе, они все обычно неразговорчивые. Когда взрослые люди лазят по кустам и собирают листики, это выглядит подозрительно. Мы отправляем обычно детей. И это выглядит очень мило, и никто на нас не обижается. Мы в этом лиловом лесу сейчас пьем замечательный лун, причем один лун прямо только что собранный практически, то есть вообще свежий, а другой лун у нас уже полностью сделан. Только что собранный, я имею в виду, что он сейчас идет обработка, и там сделано буквально 2 всего лишь сминания. Сейчас он продолжает еще процесс скрутки, прогрева, снова скрутки, ну то, что делают с лунами, с тайваньскими, южнофудзянскими. Он тоже уже вполне себе вкусен. Люблю такие полуфабрикатные варианты. Надо сказать, что очень хороший лун, прям маслянисто обволакивающий. Что-то другое, который не до конца готов, в нем еще видно, что много зелени, который полностью готов, он прям хороший. Сделаю 6 проливов, не теряет вкус, не теряет аромат, что будет у нас свежий Шаньлинси. Сделан позавчера. Это тоже такая бесценная абсолютно вещь. Из интересных моментов именно на этом заводе машинное производство. Ну, вот, сбор ручного, на производство машины, то есть делают с помощью кубов чай, то есть он навряд ли дорог, я пока не уточнял мне цену этого. Вот, но при этом чай замечательный. К вопросу о машинном или ручном труде. Хотя, наверное, если бы сделали вручную, может быть, еще вкуснее был, но вот это мне уже очень нравится. Ну вот завод. Мне очень сложно рассказывать снова и снова про заводы, которые на самом деле все очень похожи. Вот, единственное, чем они бывают отличаются, ну какие-то, конечно, есть частности, но все равно. Так или иначе, подобный процесс я видел уже десятки, не сотни разве что раз. Как я уже говорил, тут абсолютно механизированное производство, ручной труд, ручное скручивание именно шары здесь нет на этой фабрике. Делают кубики, более модернизированный способ
сминания ускоренные. Вот за счет этого получается немного дешевле чай, но при этом вот очень хороший по состоянию, по вкусу, по аромату. Причем получилось именно продегустировать состояние, потому что пили один чай. Тот редкий случай, когда на фабрике действительно нет других чаев. То есть я обычно пробую там 5, 7, 10 больше сортов на одном месте. Здесь же пили только один, и он нам очень понравился, и мы немножечко сейчас его купим. И сейчас сразу идет несколько финальных стадий. Сминание, скрутка, прожарка и финальная сушка. Причем иногда повторяется кунбэй финального на машине Гонзал, сушка несколько раз. Иногда делают это 2, 3, 4 раза, иногда делают меньше, все зависит от того, насколько именно хотят получить сильную финальную просушку, насколько сильный огонь получают. Здесь же традиционная абсолютно технология, то есть это Синьсян Лун, это абсолютно традиционный вкус шаньси, очень такой обволакивающий, маслянистый, очень сладкий и очень долго держит и ароматный вкус чай. Поговорил, пообщался еще с фермером, он говорит, что здесь вообще практически все выращивают только один сорт, то есть гаошань улун, высокогорный улун, не выращивают там сэдзи или какие-то другие сорта, то есть только улун, потому что супер подходящее место для получения нужного от улуна аромата. Здесь туманы всегда, внизу, например, сейчас нет дождя, так довольно-таки, суховато, здесь туманы, не знаю, я не помню, чтобы я хоть раз приехал в Шаньси, тут не было тумана. Он тут практически всегда. Ну и, конечно же, особенно во время сбора чая, именно в это время года, весной, его особенно много. Кстати, я думаю, что сейчас мы приедем, и уже сбор практически все, но мы еще застали финальные аккорды весеннего чая. Сейчас уже начинается скоро летний. Вот здесь некоторые фермеры делают летний чай, но большинство все-таки акцентирует внимание на весеннем и делают только традиционный, то есть такой вот вкус шаньси, большей частью. Когда делают уже пропекание шаньси и улунов, обычно это делают в Дундине, как раз куда мы тоже сегодня поедем, откуда мы уже тоже привозили улуны. То есть здесь делают такой как бы цинсин, и потом его дальше уже отправляют вниз, непосредственно там, где больше мастеров, умеющих делать правильное запекание, пайхо. У фермеров в горах обычно это нет времени. Вообще, кстати, в Шаньси есть несколько здесь таких вот, скажем, даже не регионов, а просто участков разных. Есть еще большой лес в Шаньси, потому что, как переводится, ручей в любом лесу. Прогулочная зона, большая территория, то есть куда приезжают куча туристических автобусов. Есть как бы чайные сады, которые более такие туристические, туда немножко на другом склоне этой горы, там дальше. Есть менее туристические, но мы так заехали с околицы, немного в более таких тихом месте, а не совсем туристическом, потому что раньше даже я вот именно с этой стороны на гору не заезжал. Если обратил внимание, они многие органические отходы сбрасывают прямо между ряди. Тоже такой показательный. Смотрите, мы тут, значит, у нас все на органике растет. Не знаю я, насколько это так. Смотрел сейчас их документы. На фабрике стоят. У них, значит, тест-репорт, что все нормально, никаких превышений, никаких пестицидов. И вот они удобряют все натуральным образом и говорят, что здесь очень подходящая почва и сама по себе, и климат, чай себя чувствует хорошо, без лишнего вспоможения.